Итак, всем привет! Вы на канале RC-шник. И сегодня в этом видео пушка-бомба. Пришла новая машинка. Это у нас Arma Limitless первой версии. А пришла нам бабах! Arma Limitless V2. И сегодня мы будем распаковывать ее, сравнивать с первой версией, какие есть изменения, проговаривать это все и так далее и тому подобное. Так что, поехали! Так, давайте откроем коробку и посмотрим, что там внутри. Так, ну поставляется она, естественно, с набором наклеек, с инструкцией, ключами, ну и легким комплектом дополнительных деталей. Так, запакована она у нас вот в такую коробку. Не знаю, зачем, конечно, вот эта пленка. Ну как это? Зачем? Ну, это же... Вообще, от чего она спасает и для чего она нужна, но нехай будет, как говорится. Так, давайте достанем ее. Оба! Не так. Ага, она с колбами у нас тут привязана. Ну, давайте откроем, посмотрим, что там внутри сразу. Крышка вроде абсолютно такая же. Ничего, только единственное, что не окрашенная. А здесь я уже вижу много изменений. Давайте я сейчас уберу эти стяжки и посмотрим поближе. Так, давайте уберем весь этот ненужный хлам. Но здесь у нас вроде ничего нету, да. Это мы все с вами уберем. Итак, ну вот две наших корки. Да, выглядят они вроде как абсолютно одинакового размера, с одинаковым рельефом. Только единственное, тут, конечно, цвет очень красивый, мне нравится. А здесь у нас есть где разгуляться и покрасить в тот цвет, который мы хотим. К счастью, у нас есть краски тамирские, много всяких разных видов баллончиков. Вот, так что, может быть, что-нибудь придумаем. Но вообще, на эту модель я планирую, естественно, GT-корпус. Все детали есть для этого, для заказа. То есть я сначала разберусь полностью со всеми изменениями, сколько чего миллиметров, куда что идет. И закажу и соберем ее уже для спидрана на очень-очень большие скоростя. Так, и начнем мы с вами разбираться с этим рычагом сервопривода. Он от компании Spektrum, как вы видите. Он поставляется на 23 зуба. Стандартно в первой версии было на 25 зубов. Вот он вот такой у меня новенький. Я, естественно, его поменял. Ну, не естественно, а просто поменял. Можно, конечно, его сюда тоже поставить. Размером они примерно одинаковые. Я, скорее всего, закажу себе то же самое, что заказал на первую версию от Hot Racing компании. Вот этот вот рычаг сервопривода. Его поменяем. В общем, это вот первое отличие, которое есть. Одно из самых больших изменений во второй версии, я считаю, что это изменение центрального дифференциала. Что мы видим? Здесь у нас идет спур на 39 зубов. По сравнению с тем, что на первой версии у нас на той было 34 зуба. Вот эта крышка у нас металлическая. Верхняя крышка центрального дифференциала. По сравнению с тем, что было у нас на первой версии, она пластиковая. И вот этот держатель подшипников, он тут на первой версии тоже пластиковый, а здесь он у нас алюминиевый, то есть металлический. Расположен он немного выше относительно платформы, что дает нам преимущество поставить более толстый, двигатель с большим диаметром. Теперь в этой версии можно поставить гораздо длиннее двигатель, то есть он будет и больше, и по диаметру, и длиннее. Давайте посмотрим. Значит, здесь у нас примерно расстояние 112 миллиметров, а у первой версии это порядка, ну, максимум тут можно 88 миллиметров сунуть. Скорее всего, здесь я буду использовать мотор от Касла 1721 на 2400, по-моему, киловатт. И он сюда очень четко подходит. Ну, естественно, я буду много чего здесь менять. Допустим, буду вставлять
титановые болты крепления двигателя. Они, конечно, не особой роли не сыграют, но мне будет приятно. Вот также все это будет меняться, валы будут меняться, но об этом чуть попозже, в следующих видео. Также одним из огромных преимуществ является удлинение центрального дифференциала. Да, и теперь у нас центральные карданные валы одинакового размера, что уменьшает вибрацию на заднем и переднем центральном валу. Вот, допустим, по сравнению с первой версией, вы видите, что центральный задний вал карданный, вот он стоит из титана-карбона у меня, он очень-очень длинный. Но у меня он, естественно, не расшатывается, но на стандартной модели идет большая очень вибрация на больших оборотах. Негативно сказывается на ваших спидранах. И вот, как вы видите, в первой версии центральный дифференциал не удлинен, он стандартный. Теперь поговорим про балки усиления корпуса. Вот про эти штуки. Значит, спереди она стала длиннее, а сзади, соответственно, короче. Но я их, скорее всего, буду снимать, потому что сюда будут идти в дальнейшем титановые, либо титано-карбоновые центральные валы. Они будут просто-напросто упираться в эти части. Как вы видите, вот на первой версии, да, я их просто убрал. У меня их нет ни спереди, ни сзади. В принципе, жесткости достаточно с карбоновыми деталями, поэтому, в принципе, они не нужны. Но вот знаете, что на этой версии это вот так. Теперь, что касается радиобокса, он заметно меньше, чем на первой версии. Это как минус, отнесем его к минусам. Но гораздо больше места для регулятора оборотов ESC. Вот видите, смотрите, какого размера он и какого размера он на первой версии. Соответственно, чтобы поставить сюда большой регулятор оборотов, мне пришлось отпиливать корпуса для батареек, чтобы влез сюда этот ESC. А во вторую версию, этот ESC, ну я его снимать не буду, XLX2, но сюда он влазит легко. Теперь давайте поговорим о следующем пункте, а именно о корпусах для батареек. В первой версии у нас был корпус для батареек от батарейки максимум 180 мм, то есть вот такие батарейки сюда свободно влезали легко, значит, а во второй версии они сюда уже никак не влезут, ну только если прям подобрезать чуть-чуть, да, но мои батарейки, которые я использовал, они чуть короче, они сюда легко влезают, также влезают и сюда. Ну, естественно, буду сюда ставить другие совершенно новые батарейки, потому что эти уже я чуть подубил. И должно хватить этого места, я надеюсь. Если нет, придется обрезать и что-то колхозить, придумывать. Ну, разберемся. Также вторая версия у нас поставляется без пиньона, так как первая версия поставлялась с пиньоном на 27 зубов. Да, но вторая будет без него. Это не такая большая проблема. Естественно, купим сюда много разных пиньонов, будем тестить все это. Но вот такой вот минус. А если вы хотите посмотреть, как я катался на первой версии и каких скоростей достиг, ну, прежде всего подписывайтесь на канал, конечно же. Но я оставлю ссылку в правом верхнем углу на плейлист со спидранами с этой машинкой. Также у нас изменения в чашках входного вала, они называют его SafeD, вот, что обозначает, я вставлю картинку, как это выглядит. У них теперь паз прям специальный для центрального дифференциала. Ну, их мы, скорее всего, будем менять и будем ставить от Scorch Pass у нас титановые, чтобы не выдерживали те нагрузки. Эта замена хорошая, я бы отнес ее к плюсам. Еще одно очень большое, я думаю, одно из самых главных, ну, по крайней мере, в топ-2 изменений по этой машинке, это скрыто от наших глаз, но это передний и задний дифференциал теперь идет GP5, вот такой. Да, он идет 42 зуба на дифференциале на самом, и на передаче входной идет 15 зубов. Да, так как у первой нашей версии стоит, по-моему, GP3, и у них идет 43 на 13, что означает, что у первой версии передаточное число 308 тысячных, а у второй версии уже идет 2,8. Естественно, я буду менять пока что на первой версии, поставлю GP5, посмотрю, как они себя ведут, чтобы уже отработать, так сказать, все на первой версии, и потом, когда мы будем собирать и делать супер гонку на версии V2, у нас все было в порядке. Я уже все знал, какие детали заказывать, какие плюсы, какие минусы и так далее и тому подобное. Также одно из приятных изменений – это усиление передних пружин передней подвески и усиление свейбара.
стабилизатора поперечной устойчивости. Вот он вон там находится, ну вот там. Это вот такая дуга. Ну, я думаю, вы все знаете. Вот, соответственно, естественно, мы будем их перебирать, разбирать, заливать специальные жидкости, тестить, на каком силиконовом масле их оставить. Ну и блокировать, наверное, чуть-чуть передние, чтобы они не проседали до определенного предела, чтобы она не чиркала передом. Ну и задние, естественно, тоже будем все перебирать и улучшать. Также они удлинили заднюю базу колес, сделали ее более широким на 7 мм, то есть по 3,5 мм с каждой стороны по отношению к передней части для более устойчивых скоростных пробегов. Давайте я вам покажу наглядно, как это выглядит. Видите, вот здесь чуть-чуть удлинили на 3 мм по соотношению первой версии. Видите, она вообще не длинна. Ну, соответственно, вот эту чашечку, ее тоже сделали другой, более длинный, чтобы вот этот вот пин сюда попадал. Вот такая получилась вторая версия у компании Arma. Будем дорабатывать ее, тестировать, ну и ставить новые рекорды. В общем, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, бейте в колокольчик, пишите комментарии и до встречи в следующих видео. Всем пока!